Делаю очень быстрый обзор на конкурентов. LocalGPT. Настроечки все вот здесь, в отдельном плагине. Настраивается куча провайдеров самых разных. Есть самая главная лама, и все в пресетах. Смотрите, как все грамотно переключается. Вон там все, что нужно, короче. Все правильно провайдеры работают. Любой OpenAI compatible API подойдет. Что есть крутого? Что можно выбрать, собственно, main провайдер. Да, можно выбрать специальный отдельный провайдер для эмбеддингов, чтобы потом доставать связанные документы и что-то у них спрашивать. И есть отдельная возможность выбрать vision модель. Можно любые экшены создавать, то есть мы выбираем какой-то текст, мы говорим, вот, пожалуйста, сделай с ним что-нибудь, например, там, не знаю, continue writing. Вот, у меня есть отображение thinking. Мой плагин, кстати, не вчера появился, в конце 23-го. Теперь смотрим самый популярный, типа из всего того, что есть, текст generator. Как им пользоваться? Ну, давай, я не знаю, наверное, вот так им надо пользоваться. Текст generator. Generate текст. Ну, для начала нам, наверное, надо выбрать модель какую-то, да, там все-таки. Что, HTTP, 2.192.168. Это мой компьютер, который стоит недалеко. И он мне предлагает самому модельки. Ну, это трэш. Так, ну я не помню полное название модели. Давай посмотрим. Давай возьму тот же самый DeepSeek, текст generator. Мы сюда вставляем. Это очень странно, что он ведет на Discord. Типа, иди посмотри в Дискорде. Ну, хорошо, может, в документации где-то есть. Боже, как сложно это все. Вы угораете просто. Choose a model. Короче, эта херня не работает. Окей, кажется, что вот так должно работать, правильно? Давайте мы выделим текст. Это что такое? 500. Ага. Это ограничиваем количество токенов используем. Это, конечно, то самое место, где это нужно сделать. Нам нужно generate текст сделать, да? Choose a LLM. Choose a model. А если я сделаю choose a model? Понятно. Хорошо. Это то, что ребята из Obsidian вполне справедливо просят не делать. Они просят не проставлять сокращения, потому что иначе возникает коллапс. Ну, типа, твой плагин использует вот такое сокращение, и какой-то другой плагин использует. Поэтому они говорят, типа, вы просто инструктируете ваших пользователей плагинов, чтобы они настраивали соответствующие шорткаты. Давайте, generate текст. Processing. Вам не видно, что он внизу что-то делает. Да? Сейчас я покажу, что дальше будет происходить. Чтобы вы просто охерели. Это самый популярный плагин. Не, я не могу проскроллить, простите. Это невозможно. Мне нужно дождаться, пока полностью все сгенерится. Там, когда циферки перестанут меняться. Я сегодня посмотрел видос просто один, где чуваки такие, а что, надо ставить текст-генератор. Я такой, да вы чё? Угораете, на дворе 2025 год. Какой текст-генератор? Его надо было ставить еще в 23-м. Для того времени действительно это хороший вариант. Просто большую часть времени он был бесполезен. Просто потому что модельки все-таки слабенькие были. Вы посмотрите. Вы посмотрите. И что это такое? И что это такое происходило здесь? Значит, что тут нужно увидеть? Ну, увидеть, насколько это было неудобно. А теперь, смотрите, я хочу сделать Command-Z. А знаете, что сейчас происходит? Я вот сейчас нажимаю. Я нажимаю вот еще раз, и еще раз, и еще раз нажимаю. Знаете, что происходит? Он мне историю всю вот этих вот изменений, он всю историю эту похерил. То есть история в редакторе формируется в виде некоторых событий, которые происходят за определенный промежуток времени. Типа такой буфер. И он его как бы наполняет. И большинство плагинов, все плагины, с которыми я сталкивался, когда разрабатывал свой, они изменяют историю. И это проблема, потому что ты не можешь откатиться назад. Давайте попробуем еще отменить запрос generate text. Да? И мы сейчас попробуем. Вот. Я Escape нажимаю, бесполезно. Escape не работает. Видимо, надо что-то другое нажать.
Вот, стоп. Во! Короче, в чем прикол? Если ты используешь локальные модели, они выжирают у тебя, как правило, всю оперативную память. Потому что, ты, как правило, стремишься использовать максимально возможные доступные модели для того объема памяти, который у тебя есть. Типа у тебя есть 32 гигабайта оперативной памяти. Ты будешь использовать большие модели. То есть там близко к 30 миллиардам параметров. То есть не бывает такого, что у тебя ресурсы как-то простаивают в этот момент. И в этот момент... заставлять пользователя показывать эту штуку, эта штука не работает. Я бы показал, но у меня и стрим тоже повиснет, если что. Ты будешь сидеть и ждать, пока весь контент у тебя сгенерится. Снова Command-Z несколько штук понадобилось. Может, попробуем его картинку попросить? Надо правильную модель тогда прописать, иначе мы ему... будет глупо как-то. Сейчас, нам не DeepSeek нужен, а какая-нибудь визуальная модель. Где у нас какая-нибудь визуальная модель? Вот. Llama Vision. Прекрасно, мне нравится. Кстати говоря, да, если что, теоретически можно, знаете, как сделать? Вот так сделать. У меня можно вводить текстом, а можно как моделькой. Давайте быстренько покажу. Тоже прикольную штуку совершенно. Но это как бы относится на самом деле только сейчас к AI Providers. В будущем это будет относиться и к моему плагину тоже. Я сейчас переключусь на другой язык. То есть, видите, сам Obsidian, у него все отлично. Он прекрасно умеет в русский язык. Давайте мы сейчас просто быстренько заглянем в Text Generator. Естественно, у него никакой поддержки нет. Да, в LocalGPT сейчас поддержки тоже нет, но в AI Providers есть. То есть для того, чтобы конфигурировать провайдеры, там, ты можешь это делать прямо на том языке, причем поддерживается сразу несколько языков. Китайский, немецкий, да, по-моему, только китайский и немецкий. Там, на самом деле, нет проблемы с тем, чтобы добавить еще любой другой язык. Просто, не знаю, приходите, и я все сделаю. Скажите просто, какой язык вам нужен. Вот, все. Выбрал Vision модель, чтобы расспросить его про контент на странице. Вот, кстати, а это отмена у меня, если что. Это отмена, как работает у меня просто по escape. Сейчас, подождите, я пытаюсь привыкнуть просто, как это сделать. Удалить текущий файл, текст... Нет, текст, generator. Generate текст. Давайте посмотрим, что он отправил. Он отправил просто какой-то текст оригинальный, который не является картинкой. Да? Да. Давайте я выберу визуальную модель сейчас для Llama Vision. Вот он. Все, я просто выбираю отдельную визуальную модель, которую нужно использовать для запросов по картинкам. И я такой... Хоба! Говорю, покажи, что там. Экшены все редактируемые. Да, все четенько. Как и должно быть. Классно? Классно. Из крутого, что тут есть прям штука, которая позволяет генерировать новые экшены. Сделай системный промпт для подборщика подарков. И все. Мы говорим, new системный промпт. Угу. Смотрите, я могу скроллить. Так, все, мы берем вот этот промпт, делаем из него новый экшен. Мы говорим, что это подборщик подарков. Подобрать подарок. System prompt. И теперь мы говорим, подбери подарок для девушки 25 лет, проживающей в Петербурге, работающей айтишницей в крупной корпорации. Пример дурацкий, потому что надо было подготовиться. Надо было не высасывать из пальца, надо было что-то применительно к тексту. Я забыл. Я не написал, что он должен отвечать на русском языке, а это было не очевидно. Да. Давай еще разочек. Подобрать подарок. Посмотрите, какая анимация. Красота. Что-то задумался. Пожалуйста. Да, вон пошли иероглифы. Это связано с тем, что я DeepSeek выбрал. То есть, по-хорошему, надо просто другую модель было выбрать. Все получилось то же самое. Даже лучше, скорее всего, с русским языком. Смартфонные гаджеты. Да, красота и уход. Развлечения. Практичные вещи. Качественный рюкзак. Нормально, да. Звучит неплохо.
Ну, то есть вот, пожалуйста, генерация промптов под любые задачи. Что еще из крутого? Что у меня есть? У меня есть так называемые enhanced actions. Это когда у меня есть некоторые связи. То есть вот есть документ, в нем есть какие-то другие связи. Давайте я закрою эту штуку. Она больше не нужна. Вот тут видно бэклинки. Вот видите, много ссылок отсюда, да, и есть в Enhanced Actions упоминание этой страницы. Давай в Nuclear Fusion перейдем. Здесь тоже что-то написано. Может быть написано на русском, может быть написано на английском, но все равно. И мы можем что-нибудь спрашивать про этот текст. Ну, не знаю, давайте. У меня здесь вот пример придуманного текста, что типа на самом деле WOF — это сокращение от Way of Overcoming Fusion. И что Nuclear Fusion на самом деле сокращается до этого. Давайте про WOF спросим. Вот из WOF. Вот из WOF. И мы отсюда вообще начнем. То есть, смотрите, этот документ, он не связан даже. Видно? Этот документ, это как бы у него есть вложенный документ, который уже содержит нужный нам текст. Да? Мы сейчас просто его возьмем. Мы идем, проверяем, что у нас настроены эмбеддинги. Эмбеддинговая модель. Да, она настроена. Ну и все, погнали. Мы так выделяем и говорим. Он проиндексировал все документы, которые были связаны с этим документом и на которые были бэклинки. То есть он прям вот все дерево собрал, и каждый документ распарсил, разбил его на кусочки. Если бы там были PDF-документы, он бы по PDF-документам, к сожалению, только по текстовым PDF-документам он бы прошелся. Да. И нашел то, что нам нужно. Вот так вот. Это все внутри одного плагина. Ну ладно. Настройка плагинов вынесена специально отдельно, чтобы это можно было переиспользовать в других плагинах, чтобы другие разработчики могли подключиться и не делать каждый раз настроек. Как вот делает, например, текст-генератор. Ужасные просто настройки. Если вы используете AI для Obsidian, я крайне рекомендую использовать именно LocalGPT, потому что это прям самый-самый-самый классный плагин для работы с AI. Ну, типа в нем нет ничего лишнего, и он очень просто делает то, что вам нужно.